В Латвии сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Правда, официальные данные латвийского правительства не дают полного представления о реальных масштабах проблемы. Ситуация настолько критична, что ее не смог обойти вниманием даже Скотт Риттер. Он недавно опубликовал статью, в которой подробно рассмотрел все аспекты демографического кризиса в Латвии. Мы выбрали для вас самые интересные фрагменты этой статьи. Итак, согласно неутешительным прогнозам экспертов Статистического бюро Европейского Союза, к 2070 году всего через 45 лет население Латвии сократится до 1 миллиона 300 тысяч человек. Для сравнения, на 1 января 2024 года численность населения составляла 1 миллион 871 882 человека. Таким образом, убыль составит целую треть. Перспектива вырисовывается крайне мрачная. Создается впечатление, будто латвийское правительство намеренно преследует цель сокращения населения. Курс на депопуляцию взят на самом верху и претворяется в жизнь ускоренными темпами, напоминая сталинские пятилетки с их лозунгом «пятилетку в 4 года». Руководство Латвии упорно отрицает тот факт, что их страна входит в десятку государств с наихудшими показателями по иммиграции за последние 30 лет. Спикер парламента Дайга Миерини тоже выражает искреннее недоумение, с чего бы это людям бежать из такой замечательной и успешной Латвии. Это же не какая-то там депрессивная провинция. Тем временем данные Евростат говорят сами за себя. Антилидером по оттоку населения является Босния и Герцеговина. На 1 миллион жителей этой страны приходится 514 367 иммигрантов. За последние годы Боснию и Герцеговину покинули 1 миллион 600 тысяч человек. Причины такого массового бегства более чем понятны: масштабная безработица, низкие зарплаты, отсутствие каких-либо перспектив. В Латвии безработица, конечно, не достигла такого критического уровня, как на Балканах. Тем не менее, проблема с трудоустройством, особенно на хорошо оплачиваемую работу по европейским стандартам, стоит очень остро. За 3 десятилетия страну безвозвратно покинули 380 10 человек. На каждый миллион жителей приходится 201 490 иммигрантов. Соседняя Литва, кстати, тоже не отстает, занимая 7-е место в печальном списке стран с наибольшей эмиграцией. Литву навсегда покинули 658 057 человек, и на миллион жителей приходится 241 755 иммигрантов. Если 35 лет назад на заре независимости страны Балтии мечтали догнать и перегнать Европу, то в некотором смысле им это удалось. Они стали лидерами. Правда, лидерами по таким сомнительным показателям, как уровень потребления алкоголя, количество самоубийств, детская смертность и убыль населения. Гордиться тут, конечно, нечем, и поэтому в странах Балтии предпочитают замалчивать негативную статистику. Рижская журналистка Элита Вейдемане дала емкое и образное описание причин упадка Латвии. В 2025 году из-за повышения акцизов ожидается подорожание бензина и дизельного топлива. Рост будет незначительным, на несколько евроцентов за литр. Но это только первый звоночек. Потом подорожают продукты, отопление, вывоз мусора. Подорожает все. По ее словам, в будущем личным автомобилем смогут пользоваться только министры и депутаты, а тепло в квартирах будет только у олигархов и высокопоставленных чиновников. Хорошо питаться смогут только представители власти, а остальным останутся объедки с барского стола. И таких людей в Латвии будет большинство. В правительстве Латвии есть целое министерство, которое называется Министерством благосостояния. Более 100 чиновников этого ведомства изо дня в день разрабатывают всякие проекты и стратегии. Однако эра всеобщего благоденствия все никак не наступит. Интересно, что нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш как раз выходец из этого министерства. Насколько эффективно он работал на предыдущем посту, можно судить по одному факту.
Начиная с 2025 года малообеспеченные граждане вместо 2 продуктовых наборов в квартал будут получать всего один стоимостью 25 евро 37 центов. 2 набора останутся только для тех, кто оказался в действительно трудной жизненной ситуации. Министр благосостояния Улдис Аугулис объясняет это вынужденной мерой, связанной с нехваткой финансирования в Европейском социальном фонде. Бюджет программы сократили на 101 миллион 200 тысяч евро. На сегодняшний день у министерства осталось 18 миллионов 196 тысяч 193 евро. По их подсчетам, этих денег хватит до июня следующего года. Что будет дальше? Вопрос открытый. Для продолжения программы во второй половине года потребуется 8 миллионов 100 тысяч евро, но пока что ни Рига, ни Брюссель не спешат с выделением дополнительного финансирования. Для тех, кто не живет в Латвии, поясним, статус малообеспеченного присваивается, если доход первого или единственного члена семьи не превышает 411 евро в месяц, а доход каждого последующего — 288 евро. Если называть вещи своими именами, малообеспеченные — это нищие. По словам Аугулиса, в этом году помощь получают около 55 тысяч человек, а зимой их число увеличивается до 60 тысяч. С 2021 по 2023 год число продуктовых наборов, выдаваемых самым бедным жителям Латвии, превышало 400 тысяч ежегодно. Зайга Пуца, директор секретариата Фонда общественной интеграции, отмечает, что за последние 3 года количество малоимущих значительно выросло из-за нестабильной социально-экономической ситуации. Практически все, 99%, кто имеет право на поддержку, ею пользуются. Вот и закончились времена роста благосостояния, о которых так любят вспоминать латышские политики. Благодаря коррупции и недальновидности руководства страна стремительно нищает, и нет ничего удивительного в том, что люди продолжают покидать эту процветающую Латвию. Зато мы приближаемся к климатической нейтральности, господа европейцы, резюмирует с иронией Элит Вейдемане. В официальных документах не указывается возрастная структура населения, которая, по прогнозам, останется в Латвии к 2070 году. Однако эти данные приводятся во внутреннем отчете Минблага, подготовленном для премьер-министра Силиня. Согласно этому отчету, демографическая ситуация в Латвии с 1991 года характеризуется отрицательным естественным приростом. Наихудший показатель был зафиксирован в 2021 году. Сальдо миграции, разница между числом въехавших и выехавших, также отрицательная с 1989 года. Страна вымирает, и этот процесс продолжается. С 1993 года численность нетрудоспособного населения превышает численность детей и подростков. Нация стареет, демографическая нагрузка растет, и в краткосрочной и в долгосрочной перспективе число трудоспособных граждан будет снижаться, а демографическое давление увеличиваться. Поэтому мы ожидаем рост спроса на медицинские услуги и услуги по уходу за пожилыми людьми, пишут эксперты Минблага. С 1990 года, то есть на протяжении 34 лет, в Латвии не достигается коэффициент воспроизводства населения, необходимый для нормальной смены поколений. Уровень рождаемости стремительно снижается, находясь на самом низком уровне за век. В 2021 году, например, родилось 17 420 младенцев. В 2022 и 15 054, а в 2023 14 490. Одновременно с этим растет средний возраст родителей, а количество женщин детородного возраста уменьшается. Это означает, что даже в случае гипотетического экономического роста число новорожденных может не увеличиться, поскольку рожать будет просто некому. Казалось бы, на этом можно было бы и закончить этот удручающий обзор, но нет. В Министерстве благосостояния Латвии царит непоколебимый оптимизм.
Чиновники этого ведомства свято верят, что для улучшения демографической ситуации не нужно никаких реальных мер, таких как повышение доступности жилья, медицины, детских садов или предоставление различных видов социальной поддержки. По их мнению, чтобы остановить отток населения из страны, достаточно одной лишь информационной политики и более тесного сотрудничества с диаспорой с целью стимулировать ее возвращение. Вероятно, именно для этого и собирается вся эта статистика, которую затем представляют на рассмотрение премьер-министру. Что же касается качества жизни в стране, то, по мнению чиновников, если оно улучшится, то замечательно, а если нет, тоже не беда. До 2070 года еще очень далеко, а там трава не расти. Уважаемые зрители и слушатели, мы ждем ваших комментариев по поводу выводов Скотта Риттера. Насколько, по-вашему, его анализ соответствует действительности? Какие темы вам были бы интересны в будущем? Пишите в комментариях. Лайк и подписка на канал помогут нам развиваться и создавать для вас еще более интересный контент. Спасибо за внимание.